Начинаем цикл наших рассказов о человеке, спасшем Речь Посполитую в середине 17 века. И это не коронный гетман Чернецкий, не король Ян Казимир, и вообще не военный. Это авантюрист, это мошенник, это международный проходимец Тит Ливий Баратини. Очень интересный человек. Но для того, чтобы начать о нем рассказ, я вернусь немного в прошлое. В эпоху завершения Советского Союза. Были веселые, славные времена. Несмотря на весь флёр трагичности и ощущение предстоящей катастрофы, время было интересное. Вообще, конечно, хорошим словом тот период вспоминать сложно, но тем не менее мы тогда были молоды. Итак, сентябрь 1989 года. Но после завершения учебы второго курса истфака нас, желающих, собрали в кучу и предложили съездить в Польшу по обмену, по студенческому обмену в университет Шлёнский в Катовицах. Что это, как это, где это, мало кто понимал, но было интересно. Но было интересно, любопытно, забавно, и мы записались. В то время большевики коммунисты пытались как-то восстановить отношения с Польшей, которая бодро шла к выходу из Варшавского договора, но делали слишком мало, слишком поздно, слишком нерешительно. И вот этот студенческий обмен, он был в русле этой вот попыток восстановления отношений. Группу польских студентов из Катовиц прислали в Минск, группу студентов ПГУ отправили. Предполагалось, что мы будем слушать лекции, но лекции мы практически не слушали. Так, буквально несколько штук, но мы катались по Южной Польше. Как говорил Николай Степанович Гумилев, Южная Польша – красивейшее место России. Очень красивые места, потрясающие на самом деле. Нас почему-то курировало войско польское. Не знаю почему, но это был факт. К чему я этот разговор завел? К тому, что именно в эту поездку по Южной Польше я впервые услышал это имя. Тит Ливий Баратини. А было это так. Не помню, что такой день, это уже в середине нашей пребывания там, попали мы в городок Пшczyna. С виду обычный маленький польский городишко на 10 тысяч населения, традиционная рыночная площадь, вокруг нее обычные дома, в общем, все как всегда, кроме одного. За костелом мы увидели ворота, такую широкую браму, вошли в нее и оказались в очень красивом парке. Почти Версальском парке с ухоженными прудами, с вольерами для зубров и с огромным красивейшим дворцом. Поляки, надо сказать, очень долго не признавались нам, что Пшczyna это никакой не польский город, это Тересское княжество Плейс. Но это я уже потом выяснил, когда покопал историю этого места. И мы в этот дворец Хоубергов попали на экскурсию. Совершенно потрясающие интерьеры, конечно, там зал музыкальный, зеркальный. В общем, все очень красиво, старинная бронза, гобелены. Ну, все как положено для дворца 18-19 века. Бьющая в глаза немыслимая роскошь, цельно выточенная из куска гранита ванна, натуральный размер 2 метра длиной и метр шириной, очень красивая. Ну и много всякой ерунды, которая, в принципе, скорее для того, чтобы бить в глаза, чем приносить какую-то реальную пользу. Уюта-то не было ни на грош, но понтов и красоты, бьющие в глаза. Так вот, Пшczyna. На первом этаже там был небольшой нумизматический музейчик, даже не музейчик, а просто уголок огороженный, где ставилась коллекция монет, найденных при реставрации Пшчинского замка в 70-е годы.
Надо сказать, что возглавлял нашу делегацию, или, как-то сказать, группу Валентин Иванович Рябцевич. Человек, известный в кругах нумизматов. В 70-е и 50-е годы его книжка «О чем рассказывают монеты» была довольно популярна и продавалась по всему Советскому Союзу. Собственно, именно она и была единственной, по большому счету, общедоступной литературой о нумизматике. Ну, прежде всего, по нумизматике Великого княжества Литовского, Речи Посполитой. Так вот, этот легендарный человек возглавлял нашу группу, и когда он увидел этот небольшой закуток, естественно, заинтересовался, потому что это его специальность. Он рассмотрел все монеты, дал нам пояснение кратенькие, о чем они рассказывали. И когда увидел груду слежавшихся медных маленьких монеточек, брезгливо отвернулся и мало что не плюнул. Пробормотав про себя: проклятый Буратино. Это впервые имя было услышано мною. Естественно, заинтересовались. Наши студенты спрашивают, кто такой Буратино, что такое, почему он такой негодяй. Валентин Иванович говорил о нем с такой яростью и ненавистью, когда он о Гитлере не говорил. Это точно. Потому что этот человек был ненавидим Рябцевичем до корней волос. Ну, собственно, понятно почему. Потому что до Буратино польская нумизматика была богата и обильна всевозможными монетами, которые изготавливались в Польше и Литве. А после Буратино, увы, бедна, никчемна, и по большому счету неинтересна. То есть человек, который убил печатание монет в Польше. Потому что до Буратино монеты были красивые, интересные, яркие, своеобразные, с богатой легендой, с украшенными аверсами, реверсами. В общем, это были интересные произведения искусства, а после Буратино это стала обиходная монета. Подтвердив теорию Коперника о том, что хорошая монета изымается из обращения и становится сокровищем. Он рассказал нам об этом человеке, мы ее послушали, все хорошо. Дальше продолжили наши поездки по Польше, и как-то уже тема Буратино и Буратинок отошла немножко в сторону. Потом распался Советский Союз, я ушел из университета, не закончив свое образование, занялся всякими коммерческими проектами. В общем, 10 лет я провел в совершеннейшем коммерческом угаре. В начале 2000-х на семейном совете мы решили, что мне все же нужно окончить образование. Я восстановился в университет, продолжил на заочное отделение, на 4-й курс. И когда пришла пора расписывать нас всех по кафедрам для написания курсовой работы, я записался на нумизматику. Деньги всегда мне были интересны. Да и, собственно говоря, личность руководителя кафедры, все того же самого Валентина Ивановича Рябцевича, мне тоже была интересна. Не знаю почему, из чувства противоречия или потому что я уже немножко понимал в финансах, темой своей курсовой я избрал Буратинки. И в пикуле Рябцевичу из чувства противоречия или из желания составить свое личное мнение я написал, если не хвалебную оду в честь Тита Ливия Буратино, то доброе слово этому человеку. Рябцевич прочел мою курсовую работу. Сказать, что он рассвирепел, ничего не сказать. Он мне поставил 0. 0. И потребовал, чтобы я ушел с кафедры и вообще больше не появлялся перед его глазами. Я ушел, естественно. Кто я такой? Студент, а он все-таки профессор. Но к чести этого человека надо сказать, что когда он прочитал второй раз, а он ее прочитал второй раз, мою курсовую работу, его взгляд изменился. Дело в том, что я оправдал Тита Ливия Буратино и его монетную систему простыми доводами. В том, что Буратино создал не денежную систему, он создал кредитную систему финансовую. То есть его деньги были не уже деньгами, как раньше были монеты серебряные, а кредитами, это была кредитная монета. Потом позже стали уже кредитные бумаги. Сейчас ведь все деньги, по сути, кредитные бумаги. Не более чем. Кредитки, так сейчас называют, кредитки. А он создал кредитные деньги в меди. Медную монету шелек, который стоил гораздо меньше, чем был обозначен. В это же время по всей Европе происходил аналогичный процесс, и в Швеции, и в России, и в Германии. Серебро активно изымалось из обращения и заменялось медью, но только Буратино пошел на прямой подлог. Он написал на медном шеллинге, что это солид, равный по цене серебряному или белоновому солиду прежних времен. Это
мошенничество выдающееся, но он получил на него разрешение короля, сената и сейма. И когда его пытались уже судить через 10 лет после всей этой аферы, он предоставил документы о том, что все это было известно господам сенаторам, и он не понимает, чего они так возбудились. По итогу он был прощен, отправлен в Италию. Более того, он еще сумел отсудить те деньги, которые ему обещал польский король, но вовремя не заплатил. Так что за свою курсовую работу я получил 4 балла и помирился с Валентином Ивановичем Царевичем. К сожалению, этот человек умер, но оставил по себе очень хорошую память, оставил после себя очень интересную книгу, которую я всем рекомендую почитать на досуге. Тит Ливий Баратини. Человек крайне любопытный, человек крайне интересный, человек, по сути, спасший Речь Посполитую в середине 17 века. Ну, об этом в следующей лекции.